Родовая карма. Родовая карма – это карма отработки многими душами какого-то одного или нескольких однотипных грехов. Люди живут в подобных ситуациях, совершают подобные ошибки, поэтому высшие создали такие роды, где отработка одинаковых грехов передается из поколения в поколение, пока по эволюции человека данный тип проступков не прекратит свое существование и люди не начнут жить в новых бытовых и общественных ситуациях. Это начнется уже в шестой расе человечества. Люди будут более высокого уровня развития, начнут набирать новые качества в матрице души, поэтому они будут жить в других ситуациях, чем современный человек, и карма рода изменится. Карму будут вызывать другие причины. Родовая карма людей пятой расы не перейдет в шестую, потому что карма не передается от одной цивилизации к другой. Она обрывается на их границе. Этому служат еще и изменения в материальной и тонких оболочках человека. В каждой расе человек работает с новым, более высоким диапазоном энергии, а это требует изменений в некоторых процессах переработки космических энергий. Поэтому старые технологии не могут быть использованы для работы с новыми, более высокими типами энергии. Все это заставляет прерывать родовую карму при смене цивилизаций и эпох. Хотя некоторые доработки старой кармы в новых условиях могут продолжаться какое-то время на границе смены рас. Но мы обратимся к вопросу о родовой карме нашей пятой расы. Техническая суть родовой кармы заключается в том, что поколения, связанные друг с другом единым биологическим генным кодом, прорабатывают одни и те же типы энергии. В результате этого биология формы человеческого тела постоянно работает на одних типах энергии, что позволяет ей строить себя отлично от биологии других родов. Род колдунов или вояк будет иметь отличие от рода художников или писателей. Хотя люди еще не научились находить эти отличия, но они существуют, и будущее откроет их. Также и на тонком плане идут особые построения тонких оболочек. Качество души, определяющий характер человека, приобретенные в ходе эволюционного совершенствования, в соединении с генным кодом физического тела дают изменения общего характера телом, а точнее его генным кодом. То есть строение тела влияет на характер души. Если эту же матрицу, допустим, поместить в другое родовое тело, общий характер изменится, но будет отличным от того характера, который душа имела бы в первом родовом теле. Так что на характер человека влияют не только качества его матрицы, но и качество физического тела, имеющего свои особенности. Ведь строение физического тела влияет на возможность души проявлять себя. Отсюда появляется способность действовать, но по-новому, чем, допустим, в теле другого рода. Душа сможет по-новому ощущать себя, чувствовать, прогрессировать. С приобретаемым телом рода, содержащим особую информацию в своих хромосомах, хранилищах памяти физического тела, душа получает и карму этого рода. То есть особое построение тела дает возможность душе работать особым образом с энергиями, производить особые энергии, требуемые для отработки данным родом. В бытовом отношении родовая карма заключается в том, что родственники по жизни проходят через одинаковые и подобные ситуации. Например, бабушку бросает муж, и она растит детей одна. Другого мужчины для нее не находится. То же самое происходит и в жизни ее дочери и внучки. Это значит, что в данный род собрали души, которые в своих прошлых жизнях бросали также свою вторую половину. Или у них имеется долг перед душами детей, которых они должны воспитать сами, преодолевая трудности. В последнем случае в карме рода они нарабатывают те качества самостоятельности и терпимости,
которых им не хватает. Может быть, что бабушке достался муж-пьяница, такой же дочери и внучке. То есть женщины выходят замуж вроде бы за нормальных молодых людей, но проходит время, и они спиваются. Женщины восклицают: «И за что же нам такое наказание?» По первому варианту причина этого кроется в том, что в каких-то прошлых жизнях они были мужчинами и также спивались. По второму варианту, при такой карме они должны выработать в себе терпимость, должны научиться бороться за человека или наоборот, перестать возмущаться тем, что невозможно исправить. В одной родовой карме души могут нарабатывать разные качественные характеристики, а не только отрабатывать какой-то свой прошлый поступок. Наказание может настигать человека не сразу, а спустя 2 или 4 жизни. Поэтому измененное за эти воплощения сознание в положительном направлении будет уже воспринимать, например, то же пьянство супруга как злую кару, будет осмысливать происходящее и видеть, как это отражается на ее жизни, на жизни детей и ближайших родственников. Именно наработанные за несколько жизней интеллект и другие качества при переносе наказания на несколько воплощений в будущее помогают человеку совершенно по-новому воспринимать старые ситуации и видеть то, что они не увидели бы, если бы наказание последовало сразу же в следующей жизни. То есть наказание переносит часто на последующие жизни с целью, чтобы человек достаточно развил свои понятия и был способен осознать то, что ранее было для него недоступно. Поэтому души страдалиц жен, которым даются мужья-пьяницы, смогут анализировать дурное поведение мужей, изучать это поведение и приобретать свой опыт деградации человека и борьбы за него. Развитое сознание их уже не может оставаться равнодушным к падению любимого человека. Они начнут бороться за него, начнут задумываться, как победить данное зло. Они будут учиться бороться за человека, за отца семейства и за детей. Таким образом, пьяницы-мужья будут содействовать развитию их самих в положительном направлении. А при удачных методах борьбы, возможно, им удастся спасти от полной деградации и своего супруга, за что их души получат дополнительный плюс. Чтобы перебороть данную ситуацию родовой кармы, женщина должна добиться, чтобы муж вступил на трезвый путь. Для этого она может воспользоваться услугами современной медицины, силой своей воли, особым подходом к супругу, какими-то воспитательными методиками и так далее. Если ей удастся спасти заблудшую душу, то она может прервать родовую карму. Также она может прервать родовую карму, если до конца своей жизни вытерпит все те испытания, которые высшие посылают ей через пьяницу. В противном случае ее карма останется неотработанной, то есть родовая карма продолжает свое шествие далее, через следующие поколения. Родовую карму человек обязан искупать через действия. Он обязательно должен что-то делать или хотя бы стремиться что-то исправить, изменить. Без действия и осознания происходящего карма не искупается. Но помимо отрицательной кармы рода, существует и положительная, которая позволяет человеку приобрести новые качества и усовершенствовать имеющиеся. Положительная карма художников или писателей, ученых, поэтов может состоять в том, что они будут развиваться в положительном качестве, в творчестве, но при этом могут быть одиноки и бедны. В этом случае за развитие в себе какого-либо таланта они будут платить страданиями одиночества и нищеты, потому что когда-то в прошлых жизнях пренебрегли возможностью развивать эти же способности во благе и в хорошей семье, и свободное время потратили на ублажение своих прихотей и желаний, то есть провели время впустую. Но на жизнь человека высшие тратят определенные средства, в частности свою энергию. Получается, что они затратили средства для развития человека, а он их потратил на безделицу. Это как если бы мать послала сына купить учебник, а он на эти деньги купил и съел мороженое.
Тогда она заставила бы сына отработать эти деньги мытьем полов и посуды, копанием грядок. И он понял, что деньги зарабатывать тяжело, а поэтому и тратить их следует разумно. Так и высшие заставляют отрабатывать долги, но в других ситуациях. Они определяют их у каждого человека и вычисляют, сколько энергии он должен выделить при такой-то ситуации и такой-то, сколько их должно быть на протяжении данного воплощения, чтобы компенсировать долг. В итоге у некоторых людей эта компенсация растягивается на целую жизнь. Попутно надо сказать еще о карме, связанной с наработкой какого-либо таланта. Иногда, чтобы развить до определенного совершенства какое-то качество, то есть талант, свойство, человек рождается с физическими недостатками. Например, слепой музыкант или слепая певица хорошо развиваются в одном качестве. Человек, который не имеет рук, начинает вдруг рисовать ногами, глухонемой прекрасно осваивает компьютер и так далее. Это все люди, которые в прошлом отказались использовать возможность для своего совершенствования в определенном качестве при благоприятных условиях. Когда они не захотели этого сделать по доброй воле, их заставляют делать это принудительно. Причина этого в том, что, возможно, у кого-то из них данное качество уже находилось в развитии и требовалось его достроить, но человек поленился. У каждого человека, конечно, все индивидуально, и об этом тоже не надо забывать. То есть одни могут нарабатывать талант, компенсируя долг личными страданиями от бедности, одиночества, отказом в любви, а другие будут отрабатывать более сурово, в дефектном теле. У всех будет отработка индивидуальна, но в то же время у них можно выделить много общего, похожего. Взять родовую карму воров. Дед воровал, отец воровал, а также сын и внук. И все они отбывали наказание в тюрьмах. Это несчастные семьи. В них собирают очень низкие уровни душ. То есть это молодые души, которые не хотят жить своим трудом, а предпочитают пользоваться средствами, заработанными другими. Их собрали в одном роду не для того, чтобы они научились воровать и усовершенствовали это качество, а для того, чтобы на судьбе деда, отца, сыновья и внуки отучились от этого. Для того, чтобы такие души направить на путь истинный, их начинают наказывать уже в настоящей жизни. Их бьют за воровство, при поимке пострадавшие. Они отбывают срок в тюрьме, в быту они проходят всевозможные сложности. Если они начнут задумываться о том, что пора бы начать зарабатывать честным трудом, это уже достижение. Но все равно в последующих воплощениях души бывших воров пройдут много всяких сложных ситуаций, цель которых – направить их на праведный путь, а мысль о завладении имуществом другого сделать невозможной. И когда они наконец станут зарабатывать деньги честным трудом, их начнет постигать Божья кара. Может сгореть дом с имуществом, у них может разбиться машина или ее могут украсть. Периодически они будут нести материальные потери, но расплата может происходить и самым дорогим – жизнью любимых людей. У них могут внезапно умирать или погибать члены семьи или те, кто им очень дорог. При этом погибающие отрабатывают свою карму, а остающиеся в живых – свою. В таких ситуациях объединяют разные кармы, а каждая душа получает свой урок. Кармическая судьба – это очень дорогая расплата за прошлые грехи. Искупая их, человек много страдает и производит для высших те типы энергии, которые он должен был производить раньше в прошлых жизнях. Помните сказку о царевиче, которому помог отрицательный царь, но за свою услугу попросил отдать ему то, что найдет по возвращению домой и о чем он еще сам не знает? Этим таинственным нечто оказался родившийся ребенок, о котором герой сказки не знал. Так что высшие, особенно отрицательный иерарх, часто заставляют человека расплачиваться за свои грехи потерей любимых людей. Это тоже входит в методики воспитания нерадивых душ. Кто не хочет развиваться в положительном направлении добровольно,
их пытаются вернуть к Богу, проводя их путем страданий и потерь. Таков уж человек. Сам он не желает праведно жить, его надо заставлять, пока в нем не проснется сознательность, а точнее, пока эта сознательность не наработается через те же страдания и лишения. Родовая карма таким образом делится на положительную, в которой человек нарабатывает какие-то способности, таланты, и отрицательную, в которой людей наказывают однотипно, но в обоих случаях стараются направить их к Богу, заставить их прогрессировать и добиться совершенства души. В данном случае мы рассмотрели лишь немногие примеры, но они дают возможность понять суть происходящих процессов и зависимостей в бытовом понимании взаимосвязи людей. В действительности типов родовой кармы существует множество. Техническая сторона работы энергии в роду в самих душах сложна, и мы к ней обратимся чуть позднее. Родовая карма перестанет существовать, когда люди перестанут совершать одинаковые ошибки. Родовые проклятия тоже объединяются в карме рода, то есть в воплощениях душ ряда поколений. Родовые проклятия связывают поколениями души, которые должны проходить одинаковые ситуации наказания. Это значит, что все они в прошлых жизнях совершили одинаковые поступки. Все были кем-то прокляты и должны отбывать подобные наказания. Родовое проклятие – это печать дьявола, то есть он получает право вмешиваться в жизнь людей данного рода и забирать энергию, данную на то, чего проклятием лишают человека. Например, когда проклинают «чтоб тебе гореть в аду», это сводится к тому, что после смерти данная душа действительно попадет в низкий мир отрицательной системы и будет там гореть. При этом сама душа ничего не потеряет, так как она бессмертна. Но так как все это происходит в тонком астральном мире, то она будет находиться в тонких оболочках, позволяющих ей испытывать те страдания, на которые ее обрекло проклятие. Конечно, не всякое проклятие исполняется, то есть не любому из них высшие позволяют сбыться. Если человек сам по себе хороший, а отрицательный индивид проклял его за то, что тот отобрал у него ворованное и вернул хозяину, то по такому поводу проклятие не сработает. Человек совершил хорошее дело, и за это он не может быть наказан. Чистую душу невозможно проклясть. Для того, чтобы проклятие сбылось, тот человек, которого проклинают, сам должен иметь какую-то большую провинность. Тогда высшие учителя совмещают отработку его кармы с родовым проклятием, посылают душу в тот род, который его отрабатывает под надзором темного иерарха. А уж он – мастер на всякие ухищрения по поводу преследования человека и всяких издевательств над ним. Проклятием человека чего-то лишают, у него забирают энергии, допустим, его прокляли, чтобы у него не было детей. Когда дети имеются, душа родителя получает от них чистые энергии обновления, радости, счастья. А если ее лишили детей, то она будет по жизни недополучать этих энергий. А человек на протяжении жизни будет испытывать дискомфорт, депрессию, тоску, одиночество. Проклятие делает человека несчастным. Родовая карма и родовые проклятия не всегда затрагивают всех членов данного рода. В помощь отбывающим карму в данный род могут внедряться души-помощники, которые или помогают грешникам осознать свои грехи, или помогают им бороться и прервать карму или проклятие этого рода. Это чистые души, которые учат других противостоять негативу и побеждать его. Также любая подобная карма не распространяется на существование рода за пределами одной цивилизации или расы. Эти кармы обрываются на границе рас. Существуют определенные временные ограничения, за пределами которых эта карма прекращает свое существование. Это связано с прекращением существования одинаковых или подобных ситуаций, на которых развиваются души в одной цивилизации. Человечество от цивилизации к цивилизации переходит к новым ситуациям существования,
поэтому меняются картины жизни и способы воспитания душ.